Всем привет! Мы снова отдыхаем на острове Крит, снова разместились в отеле Danaus Beach. Об этом смотрите предыдущее видео, подсказка наверху. А теперь на арендованной машине немного покатаемся по острову. Доброе утро. Мы сегодня едем на южное побережье. Планы такие: заезжаем сначала в Хорус-Факьон, потом во Франго-Кастелло и потом еще в одно местечко, которое нам показалось привлекательным, в котором мы никогда не были. Вот мы хотим проверить, стоит ли оно вообще нашего внимания. Дорога на Хорус-Факьон красивая и приятная. Все вокруг цветет и пахнет. Особенно сейчас, в начале июня, когда растительность еще не истерзана жарким критским солнцем. Вторая половина дороги – красивый серпантин с тоннелями, спускающийся к побережью Ливийского моря. Сегодня понедельник, но во всей Греции выходной, потому что вчера был День Святой Троицы. А это значит, что все приморские поселки и пляжи будут заполнены местными. Но нам удалось найти с трудом парковку. Можно сказать, повезло. Как-то сегодня особенно полно машин. Мы заплатили 3 евро за стоянку на 2 часа. А ты положил этот билетик там? Да, я положил билетик на лобовое стекло. Теперь мы идем в таверну, попьем кофе. Закажем сфакийский пирог. Хорус-Факьон – небольшой поселок и неформальная столица южной области Крита, Сфакья. Мы здесь уже были много раз, несколько раз останавливались здесь с ночевкой, а сейчас мы просто здесь делаем короткую остановку. Затем поедем дальше во Франго-Кастелло. По традиции идем в самое дальнее кафе Фарос, чтобы перекусить. И по традиции это сфакийский пирог и греческий кофе. И все это с прекрасными видами на Ливийское море. Приехали во Франго-Кастелло. Хотим провести здесь 2 часа. Таню я уже оставил у пляжа. Сет, зонтик и 2 лежака стоит 7 евро. Сейчас иду к машине за вещами и принесу их на пляж. Будем купаться, загорать. Как я и предполагал, пляж забит под завязку. В основном это местные критяне, но нам повезло. Мы заняли практически последний свободный зонтик. Цена, как я уже говорил, 7 евро. Здесь на южном побережье сегодня тоже штильно и очень жарко. Здесь даже жарче, чем у нас на северном. Градусов 30 точно есть. Температура воды такая же, как и у нас в Свакаке. Здесь такая очень приятная песчаная лагуна. Мелкая. С детьми здесь вообще отлично.
Поселок Франго-Кастелло прежде всего интересен своей крепостью, построенной венецианцами в XIV веке для защиты от пиратов. Первоначально называлась замок Святого Никиты, но местные жители дали имя Франго-Кастелло, что означает «замок франков» или «чужеземцев». Крепость построена в классической прямоугольной форме с дозорными башнями по сторонам. Над главным входом можно увидеть крылатого льва Святого Марка, эмблема Венецианской республики. Пляж Франго-Кастелло считается одним из самых красивых пляжей Крита, но для нас он не входит в число наших фаворитов. Нам он кажется неуютным, а если случается ветер, что здесь не редкость, то можно ощутить на себе все прелести пескоструйки. Вот то самое местечко, которое я присмотрел и которое пока выглядит очень приятно. Это называется Лакес. В 8 минутах на восток от Франго-Кастелло. Мы разместились в таверне, которая находится прямо на пляже. Она называется Киони. И уже сделали заказ. И такой взгляд поверхностный на меню нам говорит о том, что цены здесь в лучшую сторону отличаются от цен северного побережья. Вот уже принесли нам напитки. Я взял пол-литра пива, Таня бокал белого вина. Таня поставила свое вино согреваться на солнце. Но не любит она его холодным. Нам принесли влиту и греческий салат. Танины сардины по традиции. У меня баранина с артишоками. Хозяйка таверны сказала, артишоки с ее огорода. Ну что, если сказать, что мы объелись, это иначе ничего не сказать. Мы очень вкусно объелись. Так что вот это вот юг Крита. Ну вот она, Греция. Спросили, сколько стоит зонтик и 2 лежака. Сказали, что для нас бесплатно. Мы уже их заняли. Пляж Лакес, все-таки ударение правильнее на первом слоге, для нас оказался настоящим открытием. Это затерянный уголок старого Крита без толп туристов. Даже в этот выходной день здесь было мало людей. Прекрасный пляж с кристально чистой водой и пологим песчаным заходом. Я здесь даже немного посноркал. Прекрасная таверна. Здесь есть несколько апартаментов в аренду. Теперь у нас мечта – пожить здесь недельку в полном релаксе, вдали от суеты.
Наш очередной день на Крите, и мы снова едем на юг, на наш любимый пляж Скинария. Подробный обзор этого и еще 5 шикарных пляжей смотрите на моем канале, ссылка наверху. Мы приехали на пляж Скинария. Сегодня довольно-таки ветреный день. И мы сразу вещи с собой не берем, потому что хотим посмотреть, какая есть обстановка с точки зрения ветра. Волн нет, потому что ветер дует с гор. Остаемся здесь. В принципе, ветер есть порывами, но горячий. В общем, критично, волн нет. Цена 10 евро. Вода прохладная. 20 градусов вряд ли будет. Но очень чистая и прозрачная. Людей прибыло достаточно. Вот эти комплекты стоят 25 евро. При таких ветрах, при порывах, самое главное закрепить вещи, чтобы не улетали. Здесь на пляже две таверны. Одна Пантелис, в которой мы были в прошлом году, а вторая Гарден таверна. Мы в ней еще не были. Но я пока не знаю, в какой пойдем. Пойдем сначала в Гарден. Были в нижней таверне Гарден. Там нам не очень понравилось, там были цены завышенные. И мы опять вернулись в таверну Пантелис, где были в прошлом году. Греческий салат здесь по 8 евро, муссака 10 евро, баранина в томатном соусе 12, дорадо на гриле 16 евро, сардины на гриле 13 евро. Принесли дорадо, греческий салат, большой, и графинчик белого вина. Ну что ж, пляж Скинария по-прежнему остается в числе наших фаворитов, несмотря на ветреную погоду. Мы нисколько не пожалели, что приехали сюда снова и провели здесь почти целый день. Доброе утро! Мы приехали в Бали на один из наших любимых пляжей Каравастаси. Здесь мы, наверное, проведем весь день. По крайней мере, комплект лежаков и зонтик стоит 10 евро, как и в прошлом году.
уже неплохо. Греческий салат 8,50. Сардины на гриле 11 евро. О, пока я ходил, мыл руки, уже принесли греческий салат. Громадная порция. Бараньи ребрышки, они же lamb chops. Сардины, не знаю, сколько их здесь, но штук, наверное, много. К этим сардинам еще дали отдельно картошку фри. Попросили счет, но нам сказали, пока не выпьем графинчик раки, оплаты не будет. Ну и еще принесли нам такие фрукты. Счет 41,50. Это был греческий салат, сардины, бараньи ребрышки и пол-литра белого вина. Нам нравится пляж Каравастаси, несмотря на то, что он почти всегда переполнен людьми. В этот раз мы облюбовали себе зону лежаков на зеленой лужайке, и нам там было очень уютно и релаксово. К этому можно добавить отличную таверну Каравастаси и рядом кафе, утопающее в зелени, где за чашкой греческого кофе можно, кажется, бесконечно созерцать окружающую красоту. Не забудьте поставить лайк, если понравилось видео, подписывайтесь на канал и до скорой встречи на острове Крит. Всем пока!